Добро пожаловать в Шамалган. Точно не уверен, но вроде как заехали в село Шамалган. Если ехать по верхней Каскелянской трассе, то вот такой вот въезд в село Шамалган. На въезде сразу есть музей, знак Шамалган, и вон там вот мечеть есть. Так вот выглядит музей первого президента. Внутрь нас пустили, но потом не запустили. Охранник вышел, сказал, что у них обед и приходите через час. Ну а мы решили прогуляться по территории музея на улице. Здесь вроде нас никто не запрещает гулять. Это вот машина первого президента. Вот такой вот стоит в таком стеклянном куполе на улице. Можно зайти посмотреть. Со стороны, конечно, только. Также на территории музея есть вот такой вот парк. Очень много скамеек и молодых прям деревьев. Что только грустно, что здесь никто не чистит. Кстати говоря, в музей вход бесплатный, сказали. Обходим музей вокруг, гуляем по парку. Здесь вот есть такой вот флагшток и стена. На стене что-то нарисовано. Сейчас посмотрим. Вот такая вот стенка. Местами тут все же почистили. Небольшая информация. Село Шамалган находится в Алматинской области, в Карасайском районе, вблизи города Каскелен. И еще один момент, если кто-то не знал, то это родина первого президента Республики Казахстан. Напротив музея находится Карасай Батыр мешіті. И еще один важный момент. Раньше Шамалган назывался Ишконыр. На въезде в село также есть магазинчики, кафешки, остановки и очень много знаков главной дороги. Здесь вот протекает река Шамалган. Тут, видимо, школа находится. Это, не знаю, либо дом, либо общежитие, может быть. О, даже есть станция Казахстан Waste Recycling. Сейчас мы идем пешком вдоль главной улицы Шамалгана, я так понимаю. Так как она очень шумная и очень много машин проезжает. Буквально, не знаю, в течение минуты даже одной. Оказывается, мы идем по улице Жибек-Жалы. В сети прочитал, что в Шамалгане есть 2 колледжа. Вот один из них.
Такой довольно интересный момент. Кто-то мне говорил, что с 2019 года Шамалган переименовали в село Жибек-Жалы. Но на въезде мы только что видели знак Шамалган. Так что как-то, ну, не знаю, непонятно. В Шамалгане проживает примерно 15 тысяч человек. Вдоль главной улицы, походу, еще есть базар. Есть светофоры. Вот пересечение с улицы Адильбекова. Не, спасибо. Здесь идет какая-то стройка. Проходим в здание полиции, а рядом с ним находится вон там акимат. Эшхонер Балабахшаса. На здании написано, что это сервисный акимат. Интересно, в чем разница между простым акиматом? Здание акимата. А напротив акимата находится вон там Мединет и... Добрались до кафешки Жибек-Жалы. Так, переходим дорогу. Как заметили, очень много луж. Видать, вода никуда не стекает. При этом местами есть арыки, но они все пустые, без воды. Чистят дорогу. Есть вот как новая остановка, так и старая остановка. Вот вам старый образец остановок. Прикольно тут пригляделись, и походу это все сделано из кружек, кисешки там, чашки и так далее. Однако очень шумная улица, вот эта главная Жибек-Жалы, нереально шумная. Помимо того, что мы увидели вдоль главной дороги, тут также есть еще несколько кирпичных заводов, еще винзавод есть и вроде еще фруктохранилище. На выезде вот есть, получается, АЗС и кладбище. Оказывается, на этих плакатах отображена история первого президента. Прямо сначала, то есть с рождения. Походу по Шамалгану вот такие вот курсируют маршрутки. Из села открывается вид на горы. Вон там прям горы везде. Сразу за плакатами проход к кладбищу. Вдоль центральной дороги очень сложно гулять. Тут реально очень шумно. Здесь продается уголь. А так в селе есть полностью газ. Вон сколько газовых труб здесь. Вдоль центральной улицы. Вот тут вот мотор Майлара.
А вот с этой стороны дороги уже есть тротуар. Вот мы сейчас по тротуару идем. Лагманка, кафе Аруна. Тротуар опять закончился, опять идем по дороге. УЗИ-УЗИ-мед. Снова вернулись к Дому культуры. Напротив него находится вон тот сервисный акимат. Знать бы, что значит сервисный. На территории Дома культуры есть вот такой вот памятник. Кажется, мы снова вернулись на тротуар. А здесь вот справа находится больница. Вечная память участникам боевых действий в Афганистане. Обошли больницу с другой стороны. Оказывается, с этой стороны вход. Проходим мимо еще одной школы. Если кто знает, поправьте меня, но кажется, это был детсад, я так думаю, не школа. Походу мы сейчас гуляем по центру Шамалгана, так как здесь реально очень много людей и машин. Вот ребята уже оперативно вывозят снег на КамАЗе. Оказывается, это средняя школа. И здесь вот есть там памятник, мы к нему пришли. На территории школы находится памятник Карасай-Батыру. Местный арт. Время обеда закончилось, и мы вернулись в музей. Вход, кстати говоря, бесплатный. Так вот выглядит следующий зал. Это вот третий зал. Еще один зал. Вблизи Шамалгана находится вот такой вот спорткомплекс. Он называется Эшконар. Вот так выглядит центральный вход. Данный спорткомплекс относится к селу Шамалган. И тут есть, я так понял, бассейн, огромная спортплощадка, футбольное поле. Ну, я думаю, очень много разных секций спортивных здесь есть. Также и спортивная школа. Территория тут довольно очень огромная просто. Как и думал, здесь очень много разных секций. Тут и бокс, и борьба, и вольная, и казахша кросс, и самбо есть, шахматы, баскетбол, волейбол, бадминтон. Ну, короче говоря, тут перечислять реально долго. Очень много классных тут секций есть для детей. И я думаю, ну, вообще классно, что здесь такое построили. Думаю, наверное, многие, кто тут вблизи проживают в селах, очень даже рады. Спасибо за внимание. На этом все. Спасибо. До скорой встречи и пока-пока.